Представьте себе армию из миллиардов захватчиков, красных огненных муравьев, которые не знают стыда и боли. Эти маленькие, но невероятно агрессивные существа были завезены в США в 1930-х годах вместе с грунтом из Южной Америки. В новом окружении, где отсутствовали естественные враги и было много пищи, их популяция стремительно увеличивалась. Эти муравьи не просто вторглись в новое место, они захватили сотни миллионов гектаров земли на юге США, нанося колоссальный ущерб экосистеме и экономике. Огненные муравьи известны своим ужасным укусом, который похож на инъекцию яда, подобного яду пчел и ос. Их атаки происходят не поодиночке, а целой колонией, что делает их еще более опасными. Жертвами могут становиться как животные, так и люди. Каждый год около трети жителей зараженных районов сталкиваются с укусами, и в некоторых случаях это приводит к анафилактическому шоку и даже смерти. Известны случаи, когда муравьи проникали в дома и нападали на людей во сне, в частности, на пожилых. Однако у огненных муравьев есть еще одна жуткая особенность. Они тянутся к электричеству. Эти муравьи массово лезут в распределительные щиты и электрические установки, вызывая короткие замыкания и пожары. Экономический ущерб от их деятельности колоссален, накопленный ущерб составляет более 6 миллиардов долларов в год в США на лечение укусов, ремонт поврежденного оборудования и меры по борьбе с ними. Борьба с этой армией велась десятилетиями с использованием мощных ядов, но результаты были недостаточными. Учитывая губительное влияние химикатов на окружающую среду, ученые решили искать более естественное решение. Вскоре они нашли своего врага — муху Фариду, мелкого паразита, который намеренно специализируется на огненных муравьях. После спаривания самка мухи откладывает яйцо в тело муравья, и внутри него начинается кошмар. Личинка начинает пожирать муравья изнутри, управляя его действиями словно марионеткой. Когда личинка полностью созревает, она заставляет муравья покинуть гнездо, чтобы безопасно окуклиться. В конце концов, голова муравья отделяется, и на ее месте появляется новая взрослая муха. В течение нескольких недель мухи-фариды способны нанести значительный урон колониям огненных муравьев. В США была запущена государственная программа по разведению и выпуску этих мух для борьбы с инвазивными муравьями. Ученые создали лаборатории, в которых специальными механизмами заставляют муравьев переносить личинок, что приводит к выделению феромонов тревоги и привлекает мух-фарид. Эти мухи активно заражают муравьев, и через несколько дней их убирают, чтобы заменить на новую партию. Операция по высадке мух напоминает военное десантирование. Муравейник сначала тревожится, выдавая феромоны, что становится сигналом для запуска мух, которые сразу же атакуют. Хотя существуют и другие способы борьбы с огненными муравьями, например, использование гранулированных приманок, мухи-фариды являются наиболее эффективным средством уничтожения колоний. Австралия также проявила значительные успехи в этой борьбе, используя специально обученных собак для поиска гнезд муравьев. На сегодняшний день программы по выпуску мух продолжаются уже почти 3 десятилетия. К 2013 году эти мухи распространились по юго-востоку США, значительно подавляя активность и агрессивность огненных муравьев, что дает шанс местным видам. Эта история не просто о борьбе с насекомыми, а о хрупкости экосистем, последствиях несогласованного вмешательства человека и о том, какие сложные меры порой требуются для исправления человеческих ошибок. Война с огненными муравьями продолжается, и ее исход остается открытым вопросом. Что вы думаете об этом? Напишите ваше мнение в комментариях и не забудьте подписаться на канал.